или... Слушайте, уникальный город. Здесь есть и сопки, и даже подобие гор, с вершины которого ты можешь смотреть на город. Это восхитительно. И здорово, что появилось целых 2 дня выходных. Почему бы не отправиться в маленькое путешествие самостоятельно? Например, чтобы было бы не так дорого, можно выбрать радиус в районе 200 километров и посмотреть какой-нибудь городок. И мы выбрали Волковыск. И если говорить об этом видео, то оно ответит на вопрос, собственно, а зачем сюда ехать? Сколько времени нужно для экскурсии и что можно посмотреть здесь? У нас, как и у многих, работа отнимает много сил и эмоций. Их можно восстанавливать. И о том, как можно это сделать, мы как раз и поговорим, прогуляясь по городу, покушав местных чебуреков и поднявшись на шведскую гору. Время 20 минут. И вот коротенький обзор. Мы уже в Волковыске. Вот такой вот, как это называется, рум-тур. Да? Вот такие вот. Здесь комната. Интересно, что у нас здесь? Балкон какой-то. Ну-ка, вот. Оп, сеточка. Вот здесь вот белье. И вот такой вот вид. Обалдеть. Пойдем дальше. Нас интересует шкафчик. Прикольно. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас стиралка. Какие-то. Отлично. Вот наш скраб. Вот туалет с ванной. Вот. Очень даже ничего. Очень даже. И вот она кухня. Ой, вообще. Кажется, это просто шикарненько. Даже холодильник есть. Да. Конечно, пустой. Ну, прикольно, прикольно. Вот там какие-то... Вот тут даже маслица есть. Вот. Тарелочки. Вот можно будет туда помыть. Короче, это просто тут вообще. Ну, как ты? Довольна апартаментами? Да. Кажется, что на этом... Очень чистенько, аккуратно. Да. На этом первый день нашей дороги закончился. Продолжим завтра. Вау! Ковыск. Хочется так воскликнуть, подъезжая к этому городу, когда видишь такое написание. Но это всего лишь восприятие названия по-белорусски. В целом, все не вызывает трудностей.
Находится этот город на северо-западе Беларуси численностью плюс-минус около 40 тысяч человек. Относится к Гродненской области. На наш взгляд, очень интересный город, который обязательно следует посетить. Например, тут есть свои Мальдивы. То есть это заброшенные карьеры, где опасно купаться, если нет местных друзей. Но фото отсюда получаются вполне бомбические. И правда классные места. Есть тут целый молокозавод, где делают вкусняшки для детей, и не только для них. Лично пробовали, очень вкусно. Тут также есть и целый мясоперерабатывающий завод, который делает очень вкусную колбасу. Тоже пробовали лично, очень вкусно. Рекомендуем. Кстати говоря, о первой поездке, которая была у нас год назад, можно будет посмотреть видео по ссылочке вверху этого экрана. На самом деле ехать сюда на машине одно удовольствие, как и по всем белорусским дорогам. И на маршрутке, и на автобусе, а также поезде тоже без проблем можно доехать. Посмотрим эти вокзалы внутри. Как всегда, удивляет чистота внутри. Ощущение, что его убирают каждые пару часов. Каких-то неприятных запахов здесь не было вовсе. А в основном все по классике. Из особенностей нам понравилось, что есть автоматы для детей. Это однозначно разбавляет красками интерьер. Есть ухоженные кресла в зале ожидания. Небольшая галерея из картин об истории этого вокзала. Кстати, очень классная идея. Нам понравилась. Чистота и на перроне, где ожидают поезда люди. Но понравилась еще одна фишка. 2 вокзала рядом. Мы думали, что в Бресте они рядом, но тут рядом от слова совсем. А в нем тоже все по классике таких помещений в белорусском стиле. Чистота и без запахов. Много различной информации, в том числе о маршрутах. Кстати, когда с границами не было проблем, отсюда можно было уехать в Европу. Тут от Волковыска до границы всего около 37 километров. Хотя мы всегда используем свой автомобиль, все же такое решение, когда 2 вокзала рядом, кажется нам направлено на удобство для людей. Это очень понравилось. У этих вокзалов есть огромная бесплатная парковка, чем мы пользовались уже не один раз. Есть рядышком, прям здесь же, кафешка, где можно перекусить. Но есть еще решение, которое очень достойно уважения. Здесь также можно прослушать историю города Волковыска. Кстати, чтобы не тратить время, например, в центре, можно, когда ждете автобус, послушать. Время быстрее пройдет. И тоже люди с ограниченными возможностями могут тоже узнать. Этот город входит в 5 самых древних городов Беларуси. Крупных или древних? Крупных. Крупных. Аж 1005 год от Рождества Христова считается годом официального основания этого города. А теперь о названии. Версий тут несколько. Например, по одной из них город получил свое имя от имен главарей 2 свирепых разбойнических шаек – Волка и Висика, которые там чудили в свое время. Есть также легенда о местном князе, превращенном в волка. Есть легенда, что город получил название от реки Волковые, которая течет рядом. Или, например, название произошло от слова «волок», что означает место, где тянули ладью волоком из одной реки в другую. А какая легенда больше вам интересна и какую считаете правдивой? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это что здесь? Здесь шрифт Брайля. Это чтобы слепые могли прочитать. А здесь, если отсканировать QR-код, как здесь написано, то можно экскурсию записанную прослушать. Это история Волковыска. Символ города Волк. Ты белорусскую мову понимаешь? Немного поняла. И поскольку все здесь крутится вокруг волка, естественным образом, что ему установлен здесь памятник. А также волк присутствует на гербе города.
Памятник волку установлен в центре, на площади, рядом с красивым фонтаном, где очень много отдыхающих. То ли мы пришли в выходные, то ли чего. В общем, чтобы сделать нам несколько кадров этого волка, нам пришлось ждать почти 15 минут. Ну, в общем, как-то так. Судя по потертостям на этой скульптуре, это связано с суевериями. Но мы не вдавались в подробности, так как мы не суеверны. Да. Раз можешь говорить? Совсем забыл упомянуть два важных момента. Название реки Волковые в переводе со славяно-балтского языка означает «волчья шея». Сам удивился, что, оказывается, существовал такой язык. И второй момент. Памятник, который мы с вами смотрели, это памятник не волку, а именно волчице. И еще одна особенность этого города, которой он отличается. Он побывал в составе 3 государств, пока в 4-м не стал белорусским городом. А ты знаешь, что здесь есть очень удивительное явление, и на него стоит посмотреть? Волковыский Баобаб, так его знают некоторые местные жители. А, к сожалению, не все. Но на самом деле это обычный ясень, который растет просто необычно, вверх корнями. Это дерево, посаженное евреями в 16-е годы прошлого столетия. Особым способом. Там прям видно, что корни. Вот. Какие корни. Удивительно, что это чудо не удалось воспроизвести ни Наполеону, ни даже Радзивиллу. Почти в каждой нашей поездке присутствует убийца калорий. И здесь обязательно нужно побывать. Это все равно, что побывать в Ереване и не побывать на Каскаде. Или побывать в Нижнем Новгороде, но не побывать на набережной. Поэтому идем сюда. Ну вот. Вот мы и на Шведской горе. Дорога ведет сюда вполне классная. Есть бесплатная парковка и даже велосипедная дорожка. Это самая высокая точка из тех, что окружает город Волковыск, высотой около 32 метров. Считается, что отсюда и зародился этот город, но нам интересны легенды, которые связаны с этим местом. Например, одна из них гласит, что в битве со шведскими войсками простых солдат, погибших на поле боя, заботливо укладывали в большую братскую могилу, насыпая над ней высокую гору. А по другой легенде считается, что под горой был похоронен великий шведский военачальник, и каждый воин насыпал землю своей шапкой. Но полностью узнать об этом историческом месте поможет экскурсионный стенд, который установлен сразу у подножия этой горы.
Вообще, когда гуляешь по городу, понимаешь уже, что здесь что-то необычное. И это чувство сложно передать, но просто ты понимаешь, что улицы здесь необычные, необычные дома. Это еврейские домики, где сверху жили хозяева, а внизу шла бойкая торговля. Их неправильные формы тоже бросаются в глаза, а все потому, что сначала строились дороги, а уже потом под них и эти красивые интересные дома. Интересная старая городская застройка конца 19-го, начала 20 века. Не правда ли, да? Столетние домики компактно расположены друг возле друга красивыми фасадами на улицу. Нам нравятся такие домики и такая застройка. В ней есть что-то необычное. По всей видимости, эта часть Волковыска более 100 лет назад была торговой частью, где преобладало еврейское население. В настоящее время, как и сотню лет назад, в домиках также размещаются разнообразные небольшие магазины. Интересная штука такая, да? Там, скорее всего, колодец какой-то был, а здесь какое-то табло было. Ну, а там символ. Волк, наверное. Ты это, если чё, заходи. Зашли мы в местную кафешку быстрого питания. Видели такую сеть по Белоруссии и решили попробовать здесь, в этом городе. К тому же хотелось уже чего-нибудь перекусить. Все тут неплохо оформлено, и неожиданно для нас, для употребления еды, нам выдали вот такой вот прибор. Однако здесь есть один момент. И вот эти штуки, как их, варежки, перчатки, шубинки. В общем, да, они так, чисто символические. Ну, идея хорошая. Идея хорошая, чтобы не испачкаться, потому что, да, жир. В общем, пришлось смириться с этим казусом, и полуодетыми руками мы начали пробовать это дивное блюдо. Там бульончик он. Мясо вкусное. Очень даже. Самое страшное в этом чебуреке — это бульон, который остался в самом уголке. В меру соленый бульончик. Классный и, в общем-то, не сильно горячий. Удалось таки скушать все и остаться чистыми, хотя это тот еще квест. Но мы его прошли успешно, хотя мысль о фартуке для такой еды все же хотели подкинуть персоналу. Мы остались очень довольными этими чебуреками. Находится эта контора. Напротив площади. Да. Не напротив, можно сказать, прямо на самой площади, да? Ну или на самой площади. Ну, в общем, достаточно недорого. Отдали мы, по-моему, 12 рублей за 2 чебурека и за вот эту маленькую баночку фанты. Всякого хотел сказать. Поэтому в Волковыске точно голодными не останетесь.
сейчас парк на пути, прям недалеко от площади, площадь там вот центральная. Послушайте звуки. Это местная набережная, я не знаю. Но место очень прикольное. Тихо, утки крякают, все отдыхают. Птички. И от жары под такими деревьями большими спрятаться можно. Днем, может быть, и Лавочки. неизвестно, как тут солнце печет, не печет, но вот вечером после 7, сейчас сколько? 20:04. Тут просто вообще уходить отсюда не хочется. Вот так вот сидишь под этим дубом, или не дуб, вообще какое-то дерево прикольное, ну Ну, красивое. Все лавочки под деревьями, почти все. Ну, Да, это тоже здорово. Идем дальше. И совсем скоро среди городской тишины и пения птиц мы наткнулись на водопад. Да, в этом парке есть необычное архитектурное решение – мост-водопад. Собственно, здесь есть возможность пройтись по нему, испытав небольшой прилив адреналина и побыть, что называется, над потоком воды, а также полюбоваться со стороны. Как твои ощущения? жидковато. В дырки не надо смотреть. Интересный город тем, что он вроде бы такой неровный, неправильный, углы тут какие-то дорог, но почему-то мы заметили, что очень легко срезается. Какие-то тропинки, тротуарной плиткой очень легко срезается и сокращаются расстояния. Кажется, что это такая отличительная особенность этого города. Удивительный город. Здесь встречаются и современные технологии, например, как этот аппарат для бесконтактного приема платежей. Здесь же встречается забота о людях с ограниченными возможностями в виде подобных надписей для слепых шрифтом Брайля и звонков. Это удивительно, но они часто встречаются у входов в обычные магазины. Этот город как удивительное сочетание разных архитектур и культур. Тут есть и советская архитектура, и представитель польской, и прибалтийской истории. И все это с удивительным сочетанием современной, может быть даже и советской архитектуры. Тем, кто уже долго живет в Беларуси, чистота и аккуратность на улицах уже не кажутся чем-то удивительным. Но мы стараемся при возможности всегда отмечать этот положительный момент. Вот, например, это вовсе не центр, но все так же красиво. С дорогами в городе, на наш взгляд, тоже все вполне очень хорошо. Покрытие очень хорошее. В теплое время года здесь много красок из цветов. Они везде, они во всем городе. Доступны места для отдыха и прогулок, например, как этот небольшой водопадик. Или, например, как лавочки по всему городу в тени. Но есть и то, что весьма непривычно. Например, эти сооружения. Это такое Крышки собирают. счастье. Но это твой личный шанс сделать мир лучше, все просто.
Ну, то есть, типа, чище, чтобы не кидали, а вот куда сюда собирать? выкидывали. А, вон дырочки. Дырочки, да. Кроме сбора крышек, не знаю почему, но очень заинтересовал еще этот момент. Вот он. А вот внизу зачем вот эту вот дырку делают? Дырку. Ну это так, к слову, можно было бы и не заметить. На самом деле, гуляя по Волковыску, мы встретили много интересностей, но о некоторых чуть позже. Пройдемся сначала по короткому маршруту. И кажется, что здесь такие расстояния, ну, вроде бы тут вот река разделяет этот город как бы на две части, но за счет тропиночек здесь можно, я так понимаю, расстояние изрядно сокращать, что мы сейчас и делаем, передвигаясь. Хорошо, что мостик есть. Да, надо проверить, микрофоны включены у нас. Да, включим. Значит, можно дальше разговаривать. О, это мы домой пришли? Почти. Ничего себе. Вот так вот. Смокодявка. Ну вот, тропиночка вывела нас. Да. Вполне культурная тропиночка, не загаженная. Вот так вот. Да, Волковыск — это город, который удивляет своей архитектурой и ухоженностью. Даже на тропинках. Гуляя по его улицам, сразу бросается в глаза гармоничное сочетание старинных зданий с современными постройками. Каждое строение рассказывает свою уникальную историю и радует глаз. Не менее впечатляет и общая атмосфера города. Чистые улицы, уютные парки и приветливые жители делают прогулку по Волковыску по-настоящему приятной и запоминающейся. И вот в городском парке мы наткнулись еще на один исторический объект, то есть привет из 80-х. Это танцплощадка. И удивило вовсе не то, что она есть, а то, что она до сих пор выполняет еще свою функцию. Вот, например, афиша, родом из 24 года. Да, и о музыке здесь много что напоминает. Например, у музыкального училища стоит не муляж фортепиано, а настоящий. Можно даже на нем поиграть. Конечно, если есть навык. Столько мы видели танцплощадок из 90-х, но это, конечно, нас поразило чистотой и ухоженностью. Да? Если здесь есть такая фотозона, то я думаю, здесь рады туристам. Почтовый ящик. Несколько дней отдыха пролетели очень быстро. Завершая наше путешествие по Волковыску, мы оставляем в сердце этот загадочный город, наполненный атмосферой романтики и тихой грусти. Здесь, среди уютных улочек и старинных зданий, каждый камень, кажется, хранит свои секреты и истории. Волковыск научил нас ценить мгновения полной тишины и красоты. Эта поездка напомнила нам, как важно среди каждодневной суеты и беспокойств уделять время себе и своим близким. Путешествие в новые города – это не просто открытие новых горизонтов, но и возможность на мгновение отдохнуть от повседневной суеты. Они дарят нам возможность останавливать время, набраться сил и просто понаблюдать за творениями Бога, а также унести с собой частичку каждой новой истории.
Очень хочется, чтобы наши путешествия становились яркой страницей в альбоме нашей жизни, а воспоминания о Волковыске как нежный шепот о том, что жизнь полна чудес. Тебе, дорогой зритель, хотим сказать, у каждого из нас впереди еще множество удивительных открытий, городов и приятных моментов. Давай будем ценить приятные моменты и не зацикливаться на проблемах. Спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии.